Урок 1. Планирование вечеринок. Это отличная идея для темы. Возможно, мексиканская тема подошла бы идеально. Абсолютно. Яркие цвета и живая музыка создадут такую праздничную атмосферу. Да, и мы могли бы включить в меню традиционные блюда, такие как тако и начос. Определенно. Еда играет большую роль в создании настроения для любого мероприятия. Теперь давайте подумаем о количестве гостей, которых мы хотим пригласить. Это поможет нам лучше спланировать. Это умно. Знание списка гостей поможет нам выбрать питание и декор. Именно так. Мы хотим создать приятные впечатления для всех присутствующих. Да, а увлекательные игры или занятия могут сделать вечеринку еще веселее. Мне нравится эта идея. Давайте проведем мозговой штурм некоторых занятий, соответствующих теме. Урок 2. Вас ждут приключения. Эта поездка будет приключением, я могу сказать, что она будет полна сюрпризов. Я полностью согласен. Путешествия всегда полны неожиданных моментов и впечатлений. Да, каждое путешествие сопряжено со своими трудностями и радостями. Именно так. Именно эти маленькие сюрпризы часто становятся лучшими историями, о которых можно рассказать позже. Мне очень не терпится увидеть новые места и познакомиться с новыми людьми. Я тоже. Каждое направление предлагает свою уникальную культуру и перспективу. Мне не терпится погрузиться в эти впечатления и создать незабываемые воспоминания. Давайте воспользуемся каждым моментом и вместе воспользуемся этим приключением по максимуму. Абсолютно. Вам предстоит исследовать мир и все его чудеса. Урок 3. Открытие книжных магазинов. Я часто нахожу хороший выбор книжных магазинов по всему городу. В них действительно есть свое очарование. Абсолютно. В просмотре полок, заполненных историями, ожидающими своего открытия, есть что-то особенное. Да, иногда я также захожу в книжный интернет, магазины в поисках книг, которые могут быть недоступны на местном рынке. Это разумный подход. Онлайн-варианты могут предложить более широкий выбор, особенно для нишевых жанров. Именно так. Мне нравится находить спрятанную жемчужину, будь то уютный книжный магазин или интернет-магазин. Это похоже на охоту за сокровищами, не так ли? Каждая книга таит в себе новые приключения. Конечно, мне нравится поддерживать местный бизнес, но покупки в интернете удобны, когда я ищу что-то конкретное. Да, и здорово, что в эту цифровую эпоху у нас есть так много возможностей. Думаю, сочетание обоих впечатлений — лучший способ удовлетворить мою тягу к чтению. Урок 4. Слушание других. О бедности, но мы можем выслушать тех, кто ее пережил, и понять, с какими трудностями они сталкиваются. Да, важно услышать их истории. Каждый голос важен для повышения осведомленности. Я могу заверить нашу страну в приверженности решению этих проблем и поддержке пострадавших. Это мощное заявление. Коллективные усилия могут привести к значительным переменам. Абсолютно. Нам необходимо создать программы, которые действительно помогают нуждающимся сообществам.
Это отличный способ обеспечить эффективность и значимость наших усилий. Давайте проведем мозговой штурм некоторых инициатив, которые мы могли бы поддержать, чтобы изменить Урок мир к 5. лучшему. Спор между спортсменами. Спортсменом, употребляющим наркотики, стал канадский спринтер Бен Джонсон, который попал в заголовки газет после победы в беге на 100 метров. Да, его победу омрачил скандал с допингом, который потряс спортивный мир. Именно так. Это вызвало серьезные вопросы о честности и справедливости в легкой атлетике. Помню, что реакция публики была неоднозначной. Одни были разочарованы, а другие разочарованы самим видом спорта. Абсолютно. Это напоминание о том, как важно для спортсменов отстаивать ценности своего вида спорта. Да, и это вызвало дискуссии о том, с каким давлением сталкиваются спортсмены, вынуждая их выступать на таком высоком уровне. Думаю, это также привело к ужесточению правил и тестированию в профессиональном спорте. Определенно. Инцидент оказал длительное влияние на отношение к допингу и борьбу с ним в легкой атлетике. Это сложная проблема, и я надеюсь, что будущие поколения извлекут уроки из этих ошибок. Урок 6. Уютное итальянское заведение. Ах да, верю. Вы уже пробовали уютное итальянское заведение на улице Вязов. Я много слышала об этом. Их паста должна быть потрясающей. Это действительно так. Здесь царит теплая и уютная атмосфера, что делает его идеальным местом для непринужденного ужина. Звучит прекрасно. Я ценю ресторан, в котором царит комфортная атмосфера. Абсолютно. Кроме того, персонал всегда дружелюбный, что добавляет общего удовольствия. Это огромный плюс. Хорошее обслуживание действительно может улучшить еду. Да, и у них есть вкусные десерты, на которые стоит сэкономить место. Я уже представляю себе вкус. Нам стоит как-нибудь спланировать совместный визит. Определенно. Я хотел бы поделиться этим опытом с вами. Это настоящая жемчужина района. Урок 7. Поэтическое вдохновение. Моим любимым поэтом был Эсхил. Он писал на темы, глубоко перекликающиеся с человеческим опытом. Это просто потрясающе. Его способность передавать глубокие эмоции в своих работах поистине удивительна. Да, он исследовал боль и страдания таким образом, который кажется неподвластным времени и актуальным. Я ценю поэзию, которая может вызвать такие сильные чувства. Она связывает нас с нашими собственными трудностями. Именно так. Эсхил писал нам о боли во сне, которую невозможно забыть и которая очень сильна. Удивительно, как искусство может отражать наши внутренние сражения и помогать нам справляться с ними. Я думаю, что поэзия — это уникальный способ выразить наши невысказанные мысли и эмоции. Абсолютно. Это прекрасная форма самовыражения, которая может найти отклик у многих. Давайте прочитаем некоторые из его работ вместе. Я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Урок 8. Семейные узы. Родители 4 красивых и здоровых дочерей — Ольги, Татьяны, Марии. Это прекрасная семья. Наверное, здорово иметь так много братьев и сестер. Да, каждая дочь привносит свою уникальную индивидуальность в семейную жизнь. Могу себе представить.
Взросление с братьями и сестрами может оставить прекрасные воспоминания. Абсолютно. Они поддерживают друг друга во все времена, что укрепляет их связь. Это так важно. Семья может быть источником любви и поддержки на протяжении всей жизни. Да, я восхищаюсь тем, как они вместе преодолевают трудности и радуются успехам друг друга. Приятно наблюдать за этим. Их связь должно быть невероятно сильна. Я надеюсь когда-нибудь создать такую же атмосферу любви и поддержки в своей семье. Урок 9. Исторический контекст. Когда-то нигде на континенте не проживал ни один европеец. В это трудно поверить. Да, и осенью 1786 года прибыл флот английских поселенцев, что стало важным событием в истории. Абсолютно. Их прибытие кардинально изменило ландшафт и динамику региона. Удивительно, как такие события формируют будущее и влияют на культуру. Да, и взаимодействие между поселенцами и коренными народами является важной частью этой истории. Я согласен. Понимание этой истории помогает нам оценить сложности современного мира. Важно извлекать уроки из прошлого, чтобы создать лучшее будущее для всех. Определенно. Давайте углубимся в эту историю и обсудим ее последствия дальше. Мне бы очень понравилось. Изучение наших корней может быть невероятно полезным. Урок 10. Схема проезда на метро. Простите, вы знаете, как добраться до ближайшей станции метро? Да, до него всего пара кварталов. Вам захочется пойти по этой улице. Приятно это слышать. Есть ли какие-то конкретные достопримечательности, на которые мне стоит обратить внимание? Да, пройдя мимо кофейни, поверните налево на светофоре, и вы увидите ее прямо там. Отлично. При навигации по новой местности всегда полезно иметь четкие указания. Абсолютно. Общественный транспорт может быть сложным, если вы не знакомы с маршрутами. Я ценю вашу помощь. Я хочу, чтобы я успел на поезд вовремя. Без проблем. Просто следите за знаками, и вы будете там в кратчайшие сроки. Еще раз спасибо. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее в передвижении. Урок 11. Советы по поездкам на работу. Что вас беспокоит поездка на работу? Боюсь, во время путешествия я не смогу вписаться в местные обычаи или понять их. Это общая проблема, но помните, что у всех разные мнения и опыт. Да, я знаю, но войти в незнакомую среду может быть непросто. Абсолютно. Восприятие различий действительно может улучшить ваши впечатления от путешествий. Это правда. Думаю, все дело в том, чтобы быть открытым и готовым учиться. Именно так. Общение с местными жителями может дать вам ценную информацию, которая поможет вам на этом пути. Я учту это и постараюсь подойти к новым ситуациям с любопытством. Это идеальный настрой. Вы обнаружите, что большинство людей приветливы и готовы помочь. Урок 12. Богатство Техаса. Удивительно, как техасцы накопили богатство благодаря нефти
переработки, что привело к росту химической промышленности. Абсолютно. Влияние этой отрасли на местную экономику довольно значительно. Да, удивительно, как один ресурс может создать так много рабочих мест и возможностей. Определенно. Развитие синтетических продуктов также изменило различные рынки. Я согласен. Интересно наблюдать за тем, как благодаря этому богатству появились инновации в химии. Да, и это показывает, насколько взаимосвязанные секторы могут способствовать прогрессу. Думаю, эта история успеха подчеркивает важность инвестиций в местные отрасли. Именно так. Это прокладывает путь к будущим достижениям и устойчивому развитию в регионе. Мне интересно посмотреть, как эта отрасль будет развиваться в ближайшие годы. Урок 13. Приготовление пищи с помощью спирализатора. Вы когда-нибудь пользовались спирализатором? Я считаю, что он может быть невероятно полезен для приготовления лапши из цукини. Да, это фантастический кухонный гаджет. Это делает здоровое питание намного веселее. Абсолютно. Мне нравится, как оно превращает овощи в вкусные блюда, похожие на пасту. Отлично подходит для добавления в блюдо большего количества овощей без ущерба для вкуса. Да, и вы можете экспериментировать с разными овощами для создания уникальных блюд. Именно так. Морковь, огурцы и сладкий картофель прекрасно сочетаются со спирализатором. Я всегда ищу способы сделать еду более здоровой, и это интересный подход. Определенно. Кроме того, оно визуально привлекательно, что делает еду более привлекательной. Мне не терпится попробовать приготовить красочный салат из разнообразных овощей, приготовленных по спирали. Урок 14. Вопросы по билетам. Приятно это знать. Могу ли я использовать один и тот же билет на автобус и поезд? Да, многие транзитные системы позволяют пересаживаться между ними по одному и тому же билету. Это удобно. Это значительно упрощает передвижение по городу. Абсолютно. Просто не забудьте проверить сроки использования билета. Я так и сделаю. Приятно иметь возможность пользоваться общественным транспортом. Да, и это экономит время и деньги, что всегда является плюсом. Я ценю эту информацию. Она помогает мне более эффективно планировать свое путешествие. В любое время. Давайте также следим за расписанием. Отличная идея. Я проверю приложение, прежде чем мы отправимся в путь. Урок 15. Преодоление страха. Иногда я борюсь со страхом перед неизвестным. Это может быть довольно пугающе. Я это понимаю. Многие люди чувствуют то же самое, когда сталкиваются с новыми ситуациями. Есть ли у вас какие-либо советы, как справиться с этим страхом, когда он возникает? Да, я считаю, что принятие неопределенности может помочь. Часто это приводит к личностному росту. Это хорошее замечание. Думаю, выход из зоны комфорта может принести новые впечатления. Именно так. Важно напомнить себе, что иногда бояться — это нормально. Да, и сосредоточение внимания на потенциальных положительных результатах может мотивировать.
Абсолютно. Я также предлагаю поговорить о своих страхах с кем-то, кому вы доверяете. Отличная идея. Делитесь своими мыслями, чтобы облегчить бремя. Урок 16. Экологичные решения. Переход на многоразовые пакеты для покупок и бутылки для воды — хорошее начало для сокращения отходов. Абсолютно. Это простое изменение, которое может оказать большое влияние на окружающую среду. Да, и это побуждает других также задуматься о своих привычках потребления. Это действительно так. Небольшие действия могут вдохновить на более масштабное движение к устойчивому развитию. Я согласен. Кроме того, предметы многоразового использования часто экономят деньги в долгосрочной перспективе. Это правда. Это одновременно экологичный и экономичный подход к повседневной жизни. Я чувствую мотивацию принимать более экологичные решения в своей повседневной жизни. Это замечательно. Каждое небольшое усилие имеет значение для защиты нашей планеты. Давайте будем нести ответственность друг за друга, внося эти изменения вместе. Урок 17. Сейфы. Отлично. Могу ли я хранить ценные вещи в сейфе? Да, именно для этого они и предназначены. Это надежный способ защитить ваши ценности. Это обнадеживает. Я буду чувствовать себя гораздо безопаснее, зная, что мои важные документы безопасности. Абсолютно. Это отличный вариант для таких вещей, как ювелирные изделия, паспорта и юридические документы. Я согласен. Кроме того, это защищает их от потенциальной кражи или повреждения дома. Именно так. Просто не забудьте записать то, что вы там храните. Отличная идея. Я составлю список, чтобы запомнить все, что я положил в него. Это умно. Это упростит доступ к вашим вещам в случае необходимости. Я рад, что мы обсудили этот вопрос. Важно беречь важные вещи. Урок 18. Юридические вопросы. Наводнение подало иск в американские суды в соответствии с антимонопольным законом Шермана, который запрещает любому бизнесу. Да, этот закон играет важную роль в регулировании монополистической практики и обеспечении честной конкуренции. Абсолютно. Это важно для поддержания здоровой экономики и защиты прав потребителей. Я согласен. Понимание этих законов крайне важно как для бизнеса, так и для потребителей. Да, и интересно посмотреть, как эти правила меняются с течением времени. Определенно. Правовой ландшафт может меняться в зависимости от новых вызовов и динамики рынка. Думаю, важно, чтобы каждый знал о своих правах на рынке. Абсолютно. Знание — сила, особенно когда речь идет о юридических вопросах. Давайте продолжим обсуждение этих тем. Они жизненно важны для понимания нашей экономики. Урок 19. Связи с сообществом. Вся суть сообщества заключается в том, чтобы чувствовать боль друг друга и делиться благословениями друг друга. Абсолютно. Важно поддерживать друг друга как в испытаниях, так и в праздниках. Да, и это разумно, честно и справедливо укрепляет наши связи. Я согласен.
Это создает чувство принадлежности и доверия в сообществе. Приятно видеть, как люди объединяются, чтобы помогать друг другу. Определенно. Доброжелательные поступки могут иметь волновой эффект, вдохновляя других внести свой вклад. Я считаю, что укрепление этих связей жизненно важно для процветающего общества. Да, давайте найдем способы активнее взаимодействовать с нашим сообществом и оказывать положительное влияние. Я на борту. Вместе мы сможем создать более сострадательную атмосферу. Урок 20. Здоровый выбор. Замороженные ягоды– отличное дополнение к смузи для завтрака, они придают вкус и питательность. Да, они очень вкусные и богаты витаминами, что делает их идеальным выбором. Как вы думаете, нужно ли мне есть какие-нибудь основные продукты для здорового питания? Абсолютно. Я рекомендую иметь под рукой цельнозерновые продукты, такие как киноа и коричневый рис. Звучит неплохо. Они универсальны и могут использоваться в самых разных блюдах. Да, и не забывайте о бобах. Они отлично содержат белок и клетчатку. Отличное замечание. Мне нравится, как легко их добавлять в салаты и супы. Именно так. Чтобы было удобно готовить здоровую пищу, все дело в наличии хорошо укомплектованной кладовой. Я обязательно прислушаюсь к вашему совету и запасусь этим самым необходимым. Урок 21. Покупка продуктов. Без проблем. Есть ли в вашем списке еще что-нибудь для покупки продуктов? Да, мне нужно немного курицы на ужин. Это основной продукт при приготовлении еды. Звучит очень вкусно. Курица настолько универсальна, что ее можно использовать во многих блюдах. Абсолютно. Мне нравится, как я могу приготовить его на гриле, запекать или жарить с разными вкусами. Да, и оно хорошо сочетается с разными гарнирами. Это позволяет легко приготовить сбалансированные блюда. Именно так. Сегодня вечером я подумываю приготовить курицу с лимонными травами. Это одно из моих любимых блюд. Звучит потрясающе. Свежие травы действительно могут улучшить вкус любого блюда. Да, я куплю немного, пока мы будем в магазине, чтобы улучшить рецепт. Отличная идея. Давайте сделаем эту поездку по магазинам приятной и продуктивной. Урок 22. Отдых на выходных. Эй, мне так хотелось отдохнуть. Как насчет того, чтобы спланировать отпуск на выходные, чтобы зарядиться энергией? Звучит как фантастическая идея. Небольшой побег действительно поможет нам расслабиться и освежиться. Именно так. Думаю, было бы неплохо исследовать новое место и насладиться пейзажем. Да, и во время пребывания там мы могли бы попробовать местную кухню и развлечь себя. Мне нравится идея открыть для себя скрытые сокровища и, возможно, даже отправиться в поход или посетить пляж. Абсолютно. У природы есть способ омолодить наше настроение, особенно после напряженной недели. Давайте рассмотрим некоторые места. Я слышал, что в это время года горы прекрасны. Это было бы прекрасно. Свежий воздух и потрясающие виды — это именно то, что нам нужно. Я посмотрю несколько вариантов, и мы скоро сможем доработать наши планы. Урок 23. Запрос на получение. Я закончил покупку. Могу ли я получить чек, пожалуйста?
Конечно. Вот ваш чек. Его всегда полезно хранить для записей. Спасибо, мне нравится иметь его на случай, если мне понадобится что-то вернуть позже. Это разумный шаг. Всегда лучше быть готовым, особенно с чеками. Именно так. Я усвоил урок, забыл спросить об этом раньше. Без надлежащей документации разобраться во всем может быть непросто. Да, намного проще, когда все организовано и в порядке. Согласен. С чем-нибудь еще вам нужна помощь сегодня? Нет, думаю, у меня все готово. Спасибо за помощь. Урок 24. Культурная кухня. Знаете, многие рестораны специализируются на блюдах определенной национальности. Да, удивительно, как еда может отражать культуру и традиции того или иного места. Мне нравится пробовать разные блюда, каждое из них отличается уникальным вкусом и впечатлениями. Абсолютно. Обедая в этих заведениях, вы словно путешествуете, не выезжая из города. Именно так. Вы можете исследовать мир с помощью еды, и это откроет вам путь к новым культурам. Я согласен. Кроме того, стили приготовления и ингредиенты очень разнообразны, и открывать для себя это всегда интересно. Давайте спланируем гастрономический тур, мы можем попробовать разнообразные блюда из разных ресторанов. Звучит как восхитительная идея. Я уже с нетерпением жду этого. Я тоже. Изучать новые вкусы вместе будет очень весело. Урок 25. Творческий вклад. Нам повезло, что у нас есть творческие люди, которые делятся с нами своими дарами в искусстве и перформансе. Абсолютно. Их таланты обогащают нашу жизнь и вдохновляют нас во многих отношениях. Да, будь то музыка, живопись или письмо, творчество оказывает глубокое влияние. Я согласен. Это может объединить сообщество и вызвать важные обсуждения. Именно так. В искусстве есть способ выразить эмоции и идеи, которые иногда невозможно передать словами. Кроме того, это побуждает нас мыслить нестандартно и смотреть на мир по-другому. Давайте поддержим местных художников, посещая их выставки или представления. Важно внести свой вклад. Отличная идея. Взаимодействие с местным творческим сообществом — прекрасный способ выразить признательность. Мне не терпится увидеть, какие таланты ждут своего раскрытия. Урок 26. Советы по управлению временем. В чем ваш секрет эффективного управления временем? Кажется, ты так хорошо со всем справляешься. Я каждый день расставляю приоритеты в задачах и ставлю достижимые цели, чтобы не сбиться с пути. Это умная стратегия. Разбивка задач на управляемые этапы упрощает задачу. Именно так. Я также стараюсь выделять для каждой задачи определенные временные промежутки, что помогает мне сосредоточиться. Мне нужно начать этим заниматься. Иногда я отвлекаюсь и теряю из виду то, что нужно сделать. Да, главное — свести к минимуму отвлекающие факторы. Я стараюсь создать спокойную обстановку во время работы. Отличное замечание. Я найду тихое место, чтобы повысить свою производительность.
И не забывайте делать перерывы. Они необходимы для поддержания энергии и концентрации. Я обязательно учту это. Спасибо за полезные советы. Урок 27. Анализ конкуренции. Нам следует проанализировать факторы, лежащие в основе этого, особенно с точки зрения рыночной конкуренции. Согласен, что конкуренция может играть определенную роль в формировании тенденций и потребительского выбора. Да, понимание этой динамики поможет нам принимать обоснованные решения в будущем. Абсолютно. Чтобы оставаться актуальными и инновационными, важно знать, что делают другие. Думаю, исследование конкурентов может дать ценную информацию об их стратегиях. Именно так. Мы можем учиться как на их успехах, так и на ошибках. Давайте соберем данные и обсудим наши результаты. Это будет отличный способ выработать стратегию. Я с нетерпением жду возможности вместе погрузиться в этот анализ. Я тоже. Всегда интересно открывать новые возможности для роста. Урок 28. Путешествие по реке. Путешествие высоко по реке было напряженным, оно было похоже на настоящее приключение. Могу только представить. Его единственный побег — плыть по реке Колорадо на небольшой лодке. Да, это было ужасное путешествие, так как течение было таким сильным и непредсказуемым. Кажется, это непростой опыт. Не могу поверить, что ему удалось с ним справиться. Чтобы справиться с такими условиями, особенно в одиночку, потребовалось много мужества и мастерства. Абсолютно. Вдохновляет мысль о том, как решимость может побудить человека преодолевать препятствия. Да, и красота пейзажа, должно быть, была одновременно захватывающей и пугающей. Я восхищаюсь теми, кто принимает такие вызовы. Это действительно свидетельствует об их авантюре. Давайте не забудем оценить мужество, необходимое для того, чтобы отправиться в неизвестность. Урок 29. Международное движение. Тема международной иммиграции и передвижения спортсменов сегодня становится все более актуальной. Да, это показывает, насколько взаимосвязан наш мир, особенно в спорте и культуре. Абсолютно. Профессиональные и элитные спортсмены часто пересекают границы, чтобы соревноваться и продемонстрировать свои таланты. Удивительно видеть, как эти спортсмены адаптируются к различным условиям и культурам. Да, их опыт может обогатить не только их личную жизнь, но и сообщество, в которое они вступают. Я согласен. Это способствует формированию чувства глобального единства и взаимопонимания на основе общих увлечений. Давайте рассмотрим, как эти движения влияют на спортивную индустрию и самих спортсменов. Звучит как отличный план. Понимание этой динамики может дать ценную информацию. Мне не терпится обсудить значение этой темы и узнать больше вместе. Урок 30. Родительское руководство. Кроме того, они утверждают, что родители могут запретить своим детям смотреть жестокое телевидение. Да, родительское руководство играет решающую роль в формировании того, с чем дети сталкиваются в раннем возрасте. Абсолютно. Родителям важно устанавливать границы и обсуждать контент со своими детьми. Я согласен. Понимание влияния средств массовой информации на поведение детей необходимо для их развития.
Да, и поощрение критического осмысления того, что они смотрят, может привести к более здоровому выбору. Именно так. Все дело в поощрении открытого общения между родителями и детьми. Надеюсь, что больше семей примут участие в этих обсуждениях, чтобы создать позитивную медийную среду. Определенно. Родителям жизненно важно активно управлять потреблением детьми средств массовой информации. Давайте рассмотрим несколько эффективных стратегий, которые родители могут реализовать в своих домах.